Всем привет! Рад, что вы заглянули на мой канал. Продолжаю строительство беседки. Сегодня уже второй выезд, это вторая серия. Если кто не смотрел предыдущую серию, я оставлю ссылки в описании. Посмотрите, как все начиналось. Сегодня я буду укладывать пол уже, буду пробовать выставлять бревна по углам. Вот. Что получится, вам покажу, друзья. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу в телеграм-канале, ну и пишите комментарии. Обязательно продвигайте это видео, делитесь в своих соцсетях. Всем приятного просмотра, я пойду начинать работать. Сегодня неимоверная жара, плюс 30 градусов в тени, работать очень тяжело. Беседка находится прямо под открытым солнцепеком, поэтому главное не сойти с ума. Здесь нужно будет в скором времени скосить траву, слишком уже она длинная. Пора бы, надо вот это будет убрать бревно и привести участок в порядок. Уже поступают сообщения, начинают бронировать мед. В этом году липа цветет, точнее не цветет, а набирает цвет достаточно неплохо. В том году вот у нас были заморозки и липа цвела только на макушках. А в этом году уже горошек появляется прямо с самого низа. Посмотрим, если, конечно, нам погода сюрпризы не преподнесет, то в этом году должен быть хороший урожай по сравнению с прошлым годом. Погода нам планов не меняет, цели поставлены. Будем трудиться, будем возводить самую красивую беседку, будем облагораживать участок, чтобы можно было такое прекрасное время провести на улице, не сидеть в избушке, так сказать, на свежем воздухе. Погодка-то да. В лес заезжать, кстати, темным-темно становится. Здесь у нас преобладают больше липы и кроны деревьев, листвы очень хорошо так затемняют. В принципе, в теньке вообще самое то, но вот на солнце тяжко. Перед тем, как прикручивать пол, буду доску строгать, так маломаська. Буду ее прокрашивать с торцов, буду ее прикручивать, а потом буду полностью покрывать. Потому что потом ее красить будет неудобно. Здесь будет зазор в 25 миллиметров. Если прикрутить и потом красить, будет не совсем удобно. И, возможно, где-то прокраситься не так хорошо. Так что вот буду по одной, по чуть-чуть и прикручивать, красить. Покрываю доски своим любимым цветом орех. Получается очень классная текстура. Смотрите, как выделяется доска. Вот она. Вообще классно.
Жара сегодня невыносимая, в тени 30 градусов, а на солнце... Блин, пчела, а? Еще пчелы не дают тут, помимо жары-то. Жара на солнце плюс 40, это точно. Короче, работать очень тяжело. Покрасил я уже 6 досок, подготовил еще 7 досок и потихонечку сейчас буду продолжать устанавливать. Работать тяжело, тут прямо вот беседка находится на солнечном месте. Короче, не с небольшими подходами я строгаю доски, ну и сейчас походу буду также их красить. Так что работать вообще невыносимо, прямо на солнцепеке. Сегодня погода прям балует. Осталось у меня всего 3 доски. Сейчас я их прикручу. И нужно будет привести еще. Здесь, наверное, тоже штуки 2-3 будет. Когда прикручу последнюю, нужно будет выставить ровно диагонали, чтобы было все параллельно. И отпилить вот эти вот концы. Все сравнять. По ниточке надо будет все это сделать. И, собственно, потом уже пойдет основная часть. Будут стойки и крыша. Стойки у меня будут по углам. Будут они у меня в виде толстых больших бревен. То есть прямо на доски встанет. Ну и потом правильно сделать обвязку, чтобы крыша стояла ровно и не шаталась. И не упала от снега, соответственно, зимой. Ну вот, такой танцпол получается здесь. Цвет прям такой насыщенный. Цвет ореха.
С обеих сторон я отторцевал бревна. Сейчас хочу закрыть вот эту дыру. Нужно будет сюда сейчас закрепить доску. Соответствующая доска для этого есть. Сейчас мне нужно ее обкромить, построгать вот с этой стороны, и можно будет пришивать. Привез я, кстати говоря, брус. Вот здесь 4 бруса 200 на 200. Пойдет он на обвязку. Будем обвязывать стойки, которые будут стоять по углам. Здесь же у меня доска 50 на 150. Пойдет она на крышу, на стропила. Здесь, в принципе, уже с запасом. Также вот в той пачке у меня 25-ка. Это на обрешетку. Там с большим запасом. Так что, в принципе, должно уже все хватить. В хозяйстве у меня появился новый инструмент. Это мощный шуруповерт. Шуруповерт вот с такой ручкой и воздуходув 60 вольт. Это та же самая линейка, что и пила, которой я сегодня работал, 60 вольт. И шуруповерт линейки 24 вольта. Вот это новый, а это мой рабочий. Вы его уже видели. Это моя старая дрель. Работал я и очень много, когда строил землянку. Очень много засверливался, забивал шканты. И эта дрель, ну, она не предназначена для таких работ, но она справлялась. Так как у нее корпус в этой части пластмассовый, у меня начал расшатываться очень сильно зажимной патрон. Вот он, то есть, начал люфтить. Вот. Если продолжать ей работать, она, конечно, сломается. Если сверлить вот такие диаметры и более в древесине. Вот. И замена этой дрели, вот я приобрел более мощную дрель. Здесь 140 ньютон, крутящий момент. Здесь 3 положения. Здесь сверление, работа с шурупами и сверление с ударом. То есть 3 в одном дрель. Эта часть уже идет металлическая и с рукоятью для удобства. Вот, дрель это помощнее этой, поэтому вот этой дрелью я буду уже работать с большими сверлами. Ну и, соответственно, можно, конечно, по бетону поработать для удобства, ну, при необходимости. И вот самое, наверное, самое лучшее приобретение — это воздуходувка 60 вольт. Вот здесь аккумулятор, он подходит на пилу. Скорость 209 километров в час. 3 кнопки. Можно вот пользоваться вот этой, либо выставить определенную скорость. И здесь также есть режим турбо. Я уже прочистил все ливневки, которые у меня на крыше, которые, так, кстати, очень сильно забились от падающей сухой листвы. И знаете, всю эту листву, которая присохла к водостокам, она отлетела прямо моментально. Всю избушку я при помощи воздуходувки сбил от паутины, от насекомых, которые по ней ползают, и, в общем, весь опил, который прилип. Так что штука стоящая, очень хорошая. Работы длиннее очень много будет здесь у нас. Ну, то есть буду пользоваться еще немало раз. Вы в этом убедитесь и увидите на канале. Очень мощные потоки сбивают всю эту листву. По осени, наверное, будет актуально, когда листва падает и очень много попадает листвы в ту же самую водосточную систему. И вот этой штукой буду сбивать. В общем, вот такие дела.
Ну вот основание уже выглядит намного симпатичней. Все края торцованы. Все ровненько, диагонали, кстати, 1 сантиметр разницы. Это очень хорошо. Для этого даже очень даже и замечательно. Сейчас хочу прибить на эту сторону доску, аналогично как на той стороне. И в принципе можно уже будет закрашивать торцы, закрашивать и бревно вот это, чтобы все было одним цветом. Очень даже симпатично, когда все ровненько. Классно. Это, можно сказать, 1/3 уже готово беседки. Самое главное — это основание. Сделать ровное, крепкое, чтобы оно не гуляло в дальнейшем. В общем-то, тут все скреплено доской. Вкручивал по 2 самореза специально, чтобы доску не выгибало, потому что часть доски сырая еще. Если посадить на один, ее потом будет вести. А так все хорошо будет. Оставлял в полу небольшой зазор, где-то в 2 сантиметра, специально, чтобы можно было в дальнейшем подметать здесь, убираться. Ну и доска, соответственно, если бы сделать плотную, она бы сохлась, и все равно бы щели были. А здесь так смотрится все ровненько, все зазорчик в зазорчик, все одинаково. На пасеке ночью было очень ярко. Прошла над пасекой очень большая туча с грозами. Очень был шквальный ветер, поднимался, но он был такой кратковременный. То есть туча прошла, конечно, смочила. Здесь у меня все подсохло, поэтому нормально. Успел я покрасить. Подвез уже одно бревно, притащил сюда, затащил. Сейчас еще затащу второе. Это будут у меня стойки. Здесь 4 с лишним метра. Нужно будет напилить ровно по 2 метра. Это все будет шлифоваться рубанком. Все убираться будет до чистого вида. Вот до такого. И будут у меня это стойки. Буду я их закидывать вот сюда по углам. Но сейчас, конечно, пойдет такая работа очень тяжелая. Это нужно будет устанавливать. Нужно будет закидывать брус. Это я точно один сделать не смогу. Нужно это делать вдвоем, а лучше втроем. В лесу сегодня очень душно. В придачу еще заедают комары. Вчера вот еще не так было. Вчера было без комаров. Конечно, жарковато, но сегодня прям вообще капитально. Душно, комары едят. Короче, не знаю, как буду работать, но вот такая у нас погода.
Примерно это вот так все выглядит. Бревна, конечно, маленько стоят косо. Нужно будет подгонять. Немножко основания подогнать, подпилить, выровнять. Вот. А это бревно вроде бы стоит четко, ровно. Вот. В принципе, бревна более-менее подъемные, сухие. Так что вот примерно вот так. На него пойдет брус 200 на 200. Потом это все обвязывается и крыша делается. И в принципе все будет выглядеть очень массивно. Такая маленькая, мощная будет беседка. Ну вот и дров набралось, можно будет баню истопить. Друзья, смотрите, какое бревно стало. Чистое, беленькое. Здесь короеды поели. Это добавляет изыска в нашу беседку. Беседка у нас будет в диком стиле. Все как в природе есть, так и будет. Вот это бревно нужно будет немного выпрямить. И тоже пойдет следом на шлифовку, на строгание. Так что, друзья, вот так вот все выглядит. Силы, друзья, у меня иссякли. Работать в такую погоду очень тяжело. Я весь насквозь сырой. Раздеться не разденешься, сразу заедают пауки, комары. Вот. А работать в костюме жарко и душно еще в придачу. Подгоняет меня еще природа наша, погода. Слышу, гром подходит все ближе и ближе. Начинает немного темнеть. Поэтому я думаю, пора мне сматываться. Вот. Подготовлю я за кадром следующие 3 бревна. Так что в следующий раз, я думаю, уже будем выставлять эти столбики, равнять и обвязывать. Строгать это, конечно, это нудно, долго и шумно больно. Поэтому не буду мучать. Потихонечку за кадром я буду делать по бревнышку. Ну и потом в следующей серии уже начнем тихонько беседку собирать. Нужна мне будет подмога, чтобы закинуть сюда брус. Там уже такие работы прям тяжелые пойдут. Кропотливые и тяжелые. Так что, друзья, спасибо всем, кто оставался до этого момента. Огромное спасибо, что поддерживаете меня в это время. Всем пока. Увидимся с вами в следующем ролике. Заходите еще. Какая беседка мощная будет. Так и бы станцевал, но сил у меня нету.